Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о верблюдах. Что мы знаем о них? Многие скажут, что это большое животное. Живет в пустыне, ест колючки. И если что-то не так, может и плюнуть. Еще у него есть два горба. А кто-то видел и с одним. И скорее всего он хранит в них воду. А иногда люди говорят о себе, сравнивая себя с верблюдом, когда возьмут на себя непомерную ношу. И докажи потом, что ты не верблюд. Вот, пожалуй, и все. А хотелось бы больше. Почему живет в пустыне и только ли там? Почему у него горб или два? И еще много интересного мы узнаем здесь и сейчас об этом удивительном животном. Поехали! История происхождения верблюдов уходит корнями в далекое прошлое. Считается, что первые предки современных верблюдов появились около 40 миллионов лет назад в Северной Америке, эволюционировав от своего старейшего известного предка из тропических лесов – протилопуса. Протилопус или протилоп – вымерший род примитивных мозоленогих, которые некоторые исследователи включают в семейство верблюдовые. И протилопус – самый древний из известных верблюдов. К тому же он также был самым маленьким из них. Древние верблюдовые со временем становились крупнее, благо с едой проблем не было. Появилось множество видов, жаль не доживших до наших дней. Пока один из видов, гигантский верблюд Прокамелус, не решил прогуляться по Берингову перешейку в Азию, где верблюд и адаптировался к разнообразным и экстремальным перепадам температур евразийских степей и пустынных ландшафтов. Часть верблюдов осталась в Азии, на этой территории сформировался двугорбый верблюд Бактриан. А другая часть в поисках приключений пошла дальше и, дойдя до Африки, благополучно эволюционировала в одногорбых верблюдов-дромадеров, приспособленных к жаркому пустынному климату. Не стоит и забывать ближайших родственников верблюдов, доживших до наших дней – гуанако и викуньи. Те, в свою очередь, пошли другой дорогой через Панамский перешеек в Южную Америку и подальше от хищников спрятались в Андах, где они до сих пор и обитают. Намного позже верблюды уже не своим ходом, а с помощью человека попали в Австралию. Они были перевезены британцами в 19 веке, чтобы помочь с исследованием засушливых и сложных внутренних районов. И со временем повторили историю лошади на этом континенте. Развитие железных и автомобильных дорог вытеснило верблюдов из транспортной сферы. Многие из животных оказались представленными самим себе. Они свободно перемещались, размножались и в результате прочно обосновались на пустынных австралийских землях. В Австралии нет хищников. Собака динго не в счет, верблюды им не по зубам, поэтому за сотню лет дикие верблюды невероятно расплодились. Их количество удваивалось каждый год. К 2000 годам в Австралии обитало уже около миллиона верблюдов, и теперь верблюды наносят существенный вред природе Австралии. На некоторых территориях они уничтожают до 80% всей растительности. А когда в Австралии наступает засуха, дикие верблюды в поисках воды разрушают заборы, ломают оставленные без присмотра насосы, краны и даже туалеты в поисках воды. И пока австралийцы ломают голову, что делать с одичавшими гостями, на других материках дела обстоят иначе. Около 3000 лет назад человек приручил оба этих вида, и с тех пор они стали незаменимыми помощниками в суровых условиях пустыни. В дикой природе верблюдов практически больше не существует. В Северной Америке верблюды вымерли. В Евразии осталась только маленькая популяция двугорбых верблюдов-бактрианов, другое название хаптагаи, в монгольской пустыне Гоби на границе с Китаем. И как ни странно, даже в Африке остались только одногорбые домашние дромадеры, а дикие полностью вымерли примерно в начале нашей эры. Как так получилось, история умалчивает. Ученые и эксперты на этот счет ответ не нашли до сих пор. Помог ему в этом человек или суровые условия. Одно время некоторые ученые даже склонялись к мысли, что одногорбый верблюд – это выведенная древнейшими животноводами порода верблюда двугорбого. Дромадеры и бактрианы способны скрещиваться и давать плодовитое потомство. А главное то, что у эмбриона одногорбого верблюда сначала закладываются два горба, которые позже сливаются в один. И дело даже не в том, зачем древним скотоводам надо было ухудшать комфортность своих подопечных. Ведь и для верховой езды, и для перевозки грузов два горба гораздо удобнее. Главное, у дромадеров с бактрианами, кроме числа горбов, есть и много других различий, явно возникших естественным путем из-за обитания в разных ландшафтах. Массивные, относительно короткие, покрытые густой длинной шерстью бактрианы явно приспособлены не только к жаре, но и к жестоким морозам, обычным для пустынь Центральной Азии. Дромадер выше ростом, хотя по весу уступает своему двугорбому родичу
родичу. Ноги и шея у него длиннее и изящнее, шерсть короче. В странах, где бывают сколько-нибудь заметные холода, он не встречается, зато прекрасно себя чувствует в самых жарких пустынях. Именно в Аравийской пустыне и, возможно, в Сахаре обитал, по мнению большинства специалистов, его предполагаемый дикий предок, исчезнувший не только с лица Земли, но и с человеческой памяти. И скорее всего, природа вряд ли могла покорить верблюда. Мало того, что верблюды крупные животные, масса взрослого верблюда может достигать 800 килограммов и высота в холке до 2 метров. По сравнению с другими млекопитающими, дожившими до наших дней, организм верблюда совершенен, будто идеальный продуманный механизм. На наш человеческий взгляд, пустыня определенно не предназначена для жизни. Пустыни, конечно, бывают разные, но если какую-то местность называют этим словом, можно не сомневаться, что она обладает несколькими характерными признаками. В пустыне очень жарко, по крайней мере значительную часть года, и мало воды, а та, что есть, распределена неравномерно. Растительность скудна, а ландшафт не обещает укрытия ни от солнца, ни от пыльных ветров. Запредельная жара и нехватка воды создают трудности всем обитателям пустыни, но к теплокровным существам они предъявляют особые требования. Солнечные лучи и горячий воздух непрерывно сообщают телу огромное количество тепла. Для крупного животного, которое не может укрыться в норе, единственный способ избежать перегрева – постоянно сбрасывать тепло, испаряя воду, то есть расходуя самый дефицитный ресурс. Проблема кажется неразрешимой, но в процессе эволюции верблюды максимально сократили расход воды и приток тепла. Плотная шерсть не пропускает горячий воздух кожи. Теплоизоляции способствуют полые внутри шерстинки, а также оптимальное распределение остевых волос и подшерстка. На спине, которая под солнцем нагревается сильнее всего, теплозащита дополнительно усилена жировой тканью горбов. Ноздри с плотными клапанами открываются строго на время вдоха и выдоха, чтобы не испарять лишнего. Навоз верблюда предельно сухой, а моча чрезвычайно концентрирована. Верблюжьи почки оставляют в ней минимум воды. Однако только пассивными мерами проблему решить невозможно. Чем-то приходится жертвовать. И верблюд жертвует постоянством температуры тела. Если человек ощущает отклонение внутренней температуры всего на градус от 36,6 как серьезное недомогание, то температура тела верблюда гуляет от 34 до 41 градуса, и лишь когда она превышает верхний предел, включаются потовые железы, избавляющие организм от ставшего опасным тепла. Организм верблюда способен не только экономно расходовать воду, но и запасать ее в невероятных количествах. Во время долгих переходов по засушливой местности животное может терять до 25% исходной, то есть полностью насыщенной водой массы тела без ущерба для здоровья и самочувствия. В отчаянных ситуациях верблюду удается выжить, даже потеряв до 40% массы тела, в то время как большинство млекопитающих при потере 15-20% погибают от обезвоживания. Отчасти это связано с тем, что у нормальных животных потеря воды происходит прежде всего за счет плазмы крови, из которой отфильтровывается пот. При этом растет вязкость крови, сердце перестает справляться с нагрузкой, что в конце концов и приводит к патологиям и гибели организма. У верблюда же даже при значительных потерях воды вязкость крови практически не растет. Воду отдают другие ткани, а плазма крови остается неприкосновенным запасом на самый крайний случай. Зато уж когда верблюд добирается до водопоя, его емкость поражает воображение. За 10 минут животное может выпить 130 литров воды. Как бы ни были совершенны механизмы, стабилизирующие состав крови, введение в организм такой массы воды в столь короткие сроки должно вызвать резкое падение осмотического давления в плазме, чреватое разрывом и гибелью кровяных клеток, но только не у верблюда. У них особая кровь. Этот парадоксальный, казалось бы, факт объясняется особенностями красных кровяных телец эритроцитов, которые способны увеличиваться в объеме в 2,5 раза после того, как верблюд вдоволь напьется. В этом заключается главное отличие верблюдов от других животных, чьи эритроциты не имеют такого свойства, поскольку не рассчитаны на подобные нагрузки. Помимо этого, плазма крови верблюдов содержит огромное количество белка, в частности альбумина, осуществляющего контроль запасов воды в организме, в том числе и в крови, а сохранение определенного количества влаги в крови и является необходимым условием для нормальной жизнедеятельности в условиях дефицита воды.
Его эритроциты имеют форму необычного для всех млекопитающих двояко вогнутого диска, а скорее продолговатые, как дыньки. Данная конфигурация обеспечивает прочность достаточную, чтобы выдержать скачки осмотического давления. Наконец, еще одним приспособлением верблюда к дефициту воды можно считать его манеру двигаться. Походка верблюда не слишком быстрая, но чрезвычайно экономичная, позволяет ему проходить до 90 км в день, перемещаясь от пастбищ к водопоям и обратно. Жар и жажда – главные, но не единственные трудности жизни в пустыне. Дефицит влаги ограничивает продуктивность растений и к тому же делает ее резко сезонной. Весной пустыня вся в цветах и зелени, но не проходит и месяца, как от большинства растений остаются лишь мертвые останки или недоступные колючие кактусы. И тут Бактриан тоже демонстрирует чудеса адаптации. Пищей ему могут служить практически любые травянистые и кустарниковые растения, кроме откровенно ядовитых, а также листва и тонкие веточки деревьев. Верблюда не смущают ни колючки любого размера, ни острые режущие края листья осоки. Его мощные губы покрыты жесткой кожей, а на внутренней поверхности губ и щек есть ороговевшие выросты, направленные назад к глотке. Трава годится в любом состоянии. При выборе Бактриан, конечно, предпочтет свежую и сочную зелень. Но если ее нет, подойдут и сухие стебли, в которых давно не осталось никакой органики, кроме целлюлозы. Верблюд переварит и ее. Для этого у него есть сложный желудок, технология двойного пережевывания пищи, длинный кишечник, обеспечивающий достаточно глубокую ферментацию, и обширный набор микробов-симбионтов. Они, собственно, и переваривают целлюлозу. Все это очень похоже на механизм пищеварения у жвачных, известных мастеров переработки малопитательных кормов. На случай, если в пустыне не найдется достаточного количества даже такой скудной пищи, у верблюда всегда при себе резерв. Его знаменитые горбы, практически полностью состоящие из жировой ткани. В периоды обильного питания жир в них запасается, во время нехватки еды утилизируется. Пока в горбах остается хоть какой-то запас, верблюд чувствует себя отлично, хотя возможности поесть он не упустит никогда. Чтобы выжить в суровых условиях, нужно быть не только сильным, выносливым и уметь долго обходиться без воды. Важно уметь хорошо видеть и слышать. Зрение у верблюда весьма хорошее. Они способны различить приближающегося человека или хищника за километр. Также у них отлично развито обоняние. Так, по запаху за 40-50 километров верблюды безошибочно находят источники воды. Пустыни сильно различаются по типу преобладающих грунтов. И если по такырам, плоским глинистым пустошам, образующимися на месте пересохших водоемов, или каменистым пустыням можно ходить и ездить как по дорогам с твердым покрытием, то передвигаться по сыпучему песку крупному и тяжелому животному трудно. К тому же любой грунт под дневным солнцем раскаляется так, что незащищенный контакт с ним может вызывать ожоги. Но у верблюда и для этого есть собственное ноу-хау. Его ни на что не похожие конечности. В отличие от большинства парнокопытных, у верблюдовых вместо классических копыт двупалые конечности с тупыми искривленными когтями, а нижняя сторона которых представляет собой сплошную мозоль, мягкую, но плотную. При наступании эта конструкция уплощается и не позволяет ноге проваливаться в песок. Толстыми мозолями покрыты также локти и колени животного и некоторые другие части тела, которые часто соприкасаются с горячим песком или камнем. По этим признакам их часто выделяют самостоятельный подотряд мозоленогих. Все сказанное справедливо как для Бактриана, так и для его ближайшего родича, одногорбого верблюда Дромадера. Мало того, что у Бактриана два горба, потому что жизнь борьба, так есть еще одна проблема, с которой Дромадер не сталкивается. В африканских и аравийских пустынях температуры могут быть умопомрачительно высокими и редко опускаются ниже нуля. А вот в пустынях и полупустынях Центральной Азии летняя жара зимой сменяется нешуточными морозами. Особенно отличается этим родина бактрианов – пустыня Гоби, где температура в холодное время года может падать ниже минус 40. Поэтому если Дромадер круглый год покрыт короткой плотной шерстью, то у Бактриана даже летняя шерсть гораздо длиннее и гуще, чем у одногорбого собрата. А на зиму двугорбые верблюды одеваются в настоящую шубу. Средняя длина зимних шерстин составляет около 7 см. На верхушках горбов и по нижней стороне шеи отрастают локоны длиной до 30. Весной вся шерсть сходит с Бактриана клочьями, и он в это время выглядит крайне непрезентабельно.
Однако дикие предки, как мы выяснили, этого идеального приспособленца не дожили до наших дней. Поэтому забота о сохранении этого шедевра эволюционной инженерии теперь целиком и полностью возложена на человека. Есть целая отрасль животноводства, занимающаяся разведением и использованием верблюдов. Верблюдоводство. Сегодня верблюдоводство играет важную роль в животноводстве лишь некоторых арабо-мусульманских стран со значительной площадью пустынь и полупустынь. В основном это страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки. Здесь разводят почти исключительно одногорбых верблюдов, более приспособленных именно к жаре. В целом мировое поголовье верблюдов составляет порядка 20 миллионов животных, из которых около половины сосредоточено в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Также дромедаров разводят в Узбекистане, Таджикистане, Индии, Пакистане и Афганистане, а в Казахстане, Киргизии, Монголии, Китае бактрианов. И в России, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Челябинской областях, Калмыкии и Туве разводят этих верблюдов, причем 3 пород – калмыцкой, казахской, монгольской и одну породу одногорбых верблюдов – арвана. Бактрианов и дромедаров, кстати, скрещивают с целью получения гибридов с повышенной массой. В верблюдоводстве селекционерам издавна было известно, что гибриды в отношении многих признаков, в том числе хозяйственно важных, по своим значениям превышают обе исходные родительские формы. Явление это, известное как гибридное преимущество, получило название гетерозис. Полученные гибриды первого и последующих поколений носят различные названия. Нар, Инер, Жарбай, Каспа, Курт – все это гибриды верблюдов. А какая первая ассоциация у обычного человека при слове «верблюд»? Конечно же, его неприятная привычка плеваться. Но как ни странно, люди не так уж часто удостаиваются знаменитого верблюжьего плевка. Такое может произойти, если человек ведет себя в присутствии животного слишком шумно. И в основном верблюд плюется в целях самообороны, при защите детенышей от хищников или во время брачного периода. И если кому-то не повезло в общении с верблюдами, это не может испортить репутацию верблюдов как крайне полезных животных, особенно в засушливых и пустынных регионах мира. Верблюды издавна использовались как транспортные животные. Их способность переносить тяжелые грузы и преодолевать большие расстояния по пескам и пустыням делает их незаменимыми в этих регионах. Верблюды могут пройти до 160 километров без воды и выдерживать экстремальные температуры, что делает их лучшим выбором для караванов и торговых путей. Кожа верблюдов используется для производства высококачественных изделий, таких как обувь, сумки и ремни. Шерсть верблюдов, особенно у двугорбых, мягкая и теплая, что делает ее отличным материалом для изготовления одежды, одеял и текстиля. Она обладает изоляционными свойствами, что особенно важно в холодных пустынных ночах. Верблюжье мясо является важными источниками пищи для многих народов, живущих в пустынных зонах. Особыми характеристиками обладает парное молоко верблюдец. В нем содержится природный антибиотик лактоферин, благодаря которому молоко долго не скисает, а содержащиеся в нем иммуноглобулины способны противостоять грибкам и вирусам, укрепляя защитные функции организма человека. И ученых очень заинтересовала эта особенность верблюда. У него выдающийся иммунитет. Верблюды не болеют многими заболеваниями, от которых гибнут другие млекопитающие. Их организм вырабатывает антитела, которые намного примитивнее наших, а это дает шанс на то, что люди смогут их воссоздать в лабораторных условиях. Ученые верят, что совсем скоро эти антитела можно будет использовать для уничтожения большинства вирусов, вызывающие простудные заболевания человека. Во многих культурах верблюды имеют значительное культурное и социальное значение. Они являются символами выносливости и приспособляемости и часто участвуют в традиционных мероприятиях и праздниках. В некоторых регионах разведение верблюдов также является важной частью экономики, обеспечивая доход и рабочие места для местного населения. Изображение верблюда присутствует на некоторых гербах и флагах городов и регионов. Верблюд – символ эмблема Азии и Аравии. В азиатских странах он олицетворяет не только царственность, благородство, но и высокомерие и заносчивость. В настоящее время верблюд используется на гербах и флагах Челябинской и Челябинской области. Верблюд также присутствует на гербе Эритреи и, как ни странно, чешского города Пльзень. На нем изображено животное, совершенно не характерное для этих широт Европы. Оказывается,
Оказывается, после знаменитой Грюнвальдской битвы 1410 года король Егайло решил особым образом отметить воинов-уроженцев Бльзеня, которые принесли немало пользы в сражении, и он подарил им верблюда. Еще люди именем верблюд часто называли горы или холмы. На фоне зеленеющих склонов очертания гор часто напоминают спину с одним или двумя горбами. Точь-в-точь фигура верблюда, застывшая в позе отдыхающего животного. Например, гора Верблюд – самый северо-западный вулкан Пятигорья. Его двугорбая вершина, которая дала ему название, первой предстает перед взорами приезжающих со стороны Ростова-на-Дону гостей Кавказских минеральных вод. И таких примеров множество. Да и среди скал люди видят силуэты верблюдов. Одна из таких – скала Верблюд, расположенная в Светлинском районе Оренбургской области, в 8 километрах к юго-востоку от поселка Восточного. Объект представляет собой две кварцитовые скалы, удивительно похожие на верблюда, который прилег отдохнуть. Среди скал горы Качканар, одной из самых высоких гор на Среднем Урале, наиболее известна популярная и эффектна скала Верблюд, удивительным образом похожая на это животное. Верблюды являются одним из самых удивительных и многофункциональных животных на планете. Они способствуют выживанию и процветанию людей в одних из самых экстремальных условиях на нашей планете. Их значение сложно переоценить, и уважение к этим удивительным существам должно сопровождаться признанием их огромного вклада в культуру и выживание человечества. Корабль пустыни – именно таким поэтическим названием наградили люди этих удивительных существ. Они и правда бороздят бескрайние песчаные просторы, словно парусники морскую гладь. Несмотря на развитие цивилизации и суеты вокруг, для верблюдов все остается неизменным. И вот уже на протяжении нескольких тысячелетий они продолжают свой вечный путь по пустыне. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.